Дорогие друзья, всем привет! Это Тамара. Вот и наступил момент записать очередной ролик об эмиграции. Мы уже живем в Польше год и 9 месяцев, переехали из Москвы. Эта собака снова мешает мне записывать ролик, ходит, лает и не дает мне записать ни один дубль, поэтому она будет сидеть со мной и слушать все, что я рассказываю. Мы переехали с семьей из России в Гданьск. Если вам интересен наш путь и интересные моменты нашего пути, как мы искали квартиру, как мы получали карты и много другого интересного, то вы можете посмотреть предыдущие ролики. А здесь я хочу рассказать немного, что изменилось, что, может быть, у нас случилось, что произошло со времени моего последнего ролика об эмиграции, какие у нас изменения, об этом всем. Слушайте, подписывайтесь обязательно на канал, здесь много интересного. Но и такой момент. Я сделала классный ролик, но не об эмиграции. Сделала классный ролик о поездке в Венецию. Мы ездили туда с Родиончиком. Но у этого ролика, по причине того, что он не соответствует контенту моему, не про иммиграцию, довольно мало просмотров. Но он, правда, очень-очень интересный. Ребят, я вас очень сильно прошу, пожалуйста, посмотрите ролик. Напишите какой-то комментарий. Мне так обидно именно за то, что он правда классный, правда интересный. Там много полезной информации. И даже если вам не интересны путешествия, пожалуйста, поддержите мое творчество. И, кстати, в конце ролика покажу вам классное место в Сопоте, куда я ходила с девочками на 8 марта. Если вы там еще не были, то обязательно тоже надо будет сходить, потому что это место скоро закрывается. Поэтому не переключайтесь, подписывайтесь и досмотрите ролик до конца. Так, ну с чего мы начнем? Собака эта приехала с нами из Москвы, живет. Сейчас получили мы ей международный паспорт. И хотим, чтобы она стала мамашей. Но единственное, тут мы в Польше не встречали ни одного жениха. Если вы знаете шиперок, у ваших соседей есть такая собака, либо у вас, то напишите мне, ищем жениха. Значит, рассказываю теперь наши основные новости. 20-21 апреля я записалась на экзамен польского языка. Пойду сдавать экзамен на B1. Надеюсь, что я его сдам, надеюсь, что я готова. Сейчас планомерно готовлюсь, я к этому долго шла. Зачем я это делаю? Пока, в принципе, ни зачем. Пока это делаю только потому, что я сейчас учусь и не хочу потом это делать заново. Вообще этот экзамен необходим для получения гражданства, но до гражданства мне еще очень-очень далеко. Но, по крайней мере, этот шаг я уже сделаю, мне позже не придется к нему возвращаться, что тоже приятно, потому что сейчас, пока я уже практически 1,5 года учу польский, хожу 2 раза в неделю в школу Vitas School. Про эту школу я уже тоже рассказывала в предыдущих своих роликах. И экзамены я буду сдавать тоже в этой школе, потому что она получила государственную сертификацию на возможность проведения этого государственного экзамена. Вот. Очень надеюсь на то, что я его сдам. Приехала я, естественно, совершенно не знала польский, я не говорила, не понимала. И вот я уже, в принципе, спустя 1,5 года иду сдавать экзамен. Это мне очень сильно облегчает жизнь. У меня появились польские клиентки, появились польские постоянные клиентки, появились клиентки, даже с которыми я уже очень-очень хорошо общаюсь, как с подружками, можно даже так сказать. Вот, это очень круто. Они приходят, рассказывают мне какие-то свои новости, рассказывают мне про своих женихов, про свои какие-то проблемы. И мы можем их обсудить. И это так классно, когда ты чувствуешь себя человеком, который может поддержать разговор. А не как раньше я спрашивала примерно, что человек хочет, и молчала. Не потому, что я такая неразговорчивая, а потому, что я не могу ничего сказать. Вот, это, конечно, было
не классно. Про язык рассказала, расскажу про работу. Я работаю в салоне красоты, занимаюсь колористикой волос, и очень многие ко мне уже приходили в салон после моих роликов, писали мне, так что я с удовольствием познакомлюсь с вами. Если вы мне напишите, придете ко мне на окрашивание волос, то буду рада всех видеть. Приглашаю, нахожусь я в Гданьске по адресу Битвы Оливской, 21. Это находится прямо рядом с СКМ Жабянка. Работы сейчас много, наступила весна, все хотят обновлений, красоты. Я начинаю задумываться о том, что, возможно, я хотела бы взять себе помощника. Либо я хотела бы сдать часть своего помещения бровисту, например, или визажисту. Но как-то у меня это пока не смело получается. Я как-то дам объявление у себя в Инстаграме, потом закрою его. Поэтому, если вы хотите работать со мной, хотите научиться такой классной профессии, как колорист, парикмахер, то пишите мне, мы с вами поговорим, все обсудим. Если вы хотите снять место на Жабянке в салоне, в небольшом салоне у меня, то тоже пишите. Думаем мы все про расширение, но как-то меня это все пугает, потому что пока и так довольно много различных сложностей, связанных с незнанием каких-то моментов. Вот сейчас хочу вам рассказать один очень неприятный момент, который произошел. Она кому-то будет полезна, может быть, вы мне дадите какой-то совет по поводу этой ситуации. Я работала с компанией «Энерго». Кто смотрел мои прежние ролики, там ко мне приходили за энергию, особенно зимой, какие-то тоже безумные счета. И я решила эту компанию поменять. И вот в один прекрасный день ко мне пришел чудо-менеджер из компании Акспо. Единственное в нем положительного сейчас я могу сказать то, что он говорит по-российски. И это было его как бы главным жирным плюсом, как оказалось. Вот. Он не только меня ввел в заблуждение, но и мою коллегу, которая работает рядом со мной. Так-то мы не думали, что русскоговорящий товарищ придет к нам и будет нас обманывать. Вот. Но он очень плохо выполнил свою работу, он взял у меня доверенность, перезаключил договор на свою компанию Акспо. И вот недавно я получила письмо с требованием от Энергии заплатить кару, заплатить штраф, практически 3000 злотых, за то, что я раньше разорвала договор. Я пыталась ругаться с этим парнем-менеджером, но он считает, что он все сделал правильно и что во всем виновата я сама. Да, я согласна, во всем виновата я сама, потому что я плохо читаю по-польски, читала, плохо соображаю по-польски, потому что, да, это проблема, наша проблема иммигрантов, что действительно, когда пришел русскоговорящий человек, естественно, мне проще связаться с ним, мне все равно было, какой он, главное, что он говорит по-русски. Вот. Молодец, Тамара. Вот, теперь я плачу. Слава богу, Энерго мне разрешила этот платеж разбить на несколько месяцев. Вот я буду теперь несколько месяцев оплачивать свое незнание польского языка. Так потому что, пожалуйста, учите польский язык. Это важно, особенно если вы хотите заниматься какими-то делами самостоятельно, вести бизнес. Вот. То вот это такой момент, который как раз-таки показывает, что язык нужен. Теперь я могу прочитать любой документ. Мне это не забирает у меня столько энергии и сил, как раньше. Поэтому, конечно же, сейчас в этом плане попроще. Вот такая была неприятная история. При этом я все равно думаю про расширение, про то, что я хотела бы что-то поменять, хотела бы, наверное, либо чтобы кто-то у меня еще работал в салоне, не знаю. Но пока мне как-то этот момент, не могу его до конца продумать, как-то понять у себя в голове. Поэтому если у кого-то будут какие-то идеи по этому поводу, то, конечно же, пишите мне. Родион уже в следующем году идет в школу. Немного хочу рассказать об этом, как это проходит. Значит, мы думали, что он тоже пойдет в школу Фрегат, так как он сейчас ходит в детский сад Фрегат. Это частный детский сад, который меня устраивает полностью по всем пунктам. Я полностью им довольна всем
что там происходит, довольна воспитателями, довольна тем, как ребенок развивается. Вот, все классно. И мы думали, что Родион пойдет в ту же самую школу, она тоже частная, платная. Вот. Но я думала, что не сделаешь ради ребенка, будем платить. Но потом мы пошли в школу на день открытых дверей. И, честно говоря, мне школа не понравилась по многим причинам. Одна из них, самая основная, это то, что она находится далеко. Есть от нашего района автобус именно от этой школы, который туда довозит детей. Но это все равно... Поначалу, может быть, будет классно, но это все равно забирает какие-то силы и энергию, пока ты туда, пока ты обратно, там может быть пробка или что-то там, например, не очень хорошо себя чувствуешь, тебе нужно ехать в этом автобусе. Вот, и нам нужно забирать ребенка ровно в определенный час, в определенном месте. Нам с нашей работой это категорически неудобно, ни мне, ни мужу. Вот. Но это даже не главное. Но мне там много моментов, которые как-то мне не взяли меня за душу, и мы решили попробовать другие школы. Я уже прозевала неделю рекрутации, уже очнулась, когда оставалась 1 неделя. Вот. И как раз у меня была клиентка из спортивной школы, которая работает в спортивной школе рядом прям с моей работой. Рассказала мне о преимуществах этой школы, и я... Зашла на сайт, посмотрела, что там, и как раз оставался последний день тестов по гимнастике. Как раз у меня Родион очень успешно занимается гимнастикой, ему очень нравится, спортивной. Вот. И мы сходили на тесты, и как это опять неудивительно для меня, потому что я никогда не думала, что мой ребенок будет гимнастом или что-то в таком духе. Вот. Но он получил больше всего баллов из всех тестирующихся детей в этот класс. Все можно сделать онлайн, внесок тоже заполняется онлайн, потом распечатывается, и можно его, внесок для поступления в школу. Вот. Можно его отнести в эту школу, можно онлайн отправить, но я решила все-таки отнести. Вот. Потом мы получили справку от врача о том, что ребенок годен к занятиям в спортивной школе. Там, конечно, будет очень много спорта, гимнастики там 15 часов в неделю. Я не могу сказать, что я хочу сделать своего ребенка великим спортсменом, я просто хочу, чтобы он был счастливый, веселый человек. Большего я не требую от него, просто ему пока это нравится. И как бы я всегда считала и считаю, что спорт развивает мозг. Спорт очень важен, особенно для мальчика, для его уверенности, поэтому пока ему нравится, я думаю, что пойдем в спортивную школу. В принципе, зачисления и все эти моменты прошли пока что совершенно безболезненно, все очень просто, логично, понятно. Еще такой момент, эта школа у нас получается не по району, это школа, не к которой мы прикреплены. Поэтому нас туда как бы могут взять, могут не взять, но я все-таки рассчитываю, что нас туда возьмут за заслуги в гимнастике. Вот. А есть школа наша, районная, то есть в нее возьмут в любом случае, и мы можем пойти и туда, в принципе. Но пока все-таки склоняюсь к спортивной школе. Вот такие новости у Родиона. Родион много занимается, очень сильно вырос. Если вы посмотрите все-таки мой ролик про Венецию, вы увидите, насколько он уже взрослый, классный парень. Сейчас хочу немножко поговорить с вами про медицину в Польше. Столкнулась я с некоторыми моментами, тоже хочу рассказать. Но, опять же, мое мнение не совпадает со многими, например, кто приходит ко мне с моими клиентками. Поэтому рассказываю вам именно мой опыт, моего мужа и моего ребенка. В общем, так сложилось, что в феврале в месяце нам пришлось 2 раза побывать в СОРе. Это место, куда ты приезжаешь, если тебе плохо, ты что-то сломал, разбил, у тебя большая температура, но это такого плана моменты. Вот. Первый случай у меня случился с мужем. Начался приступ камней в почках, что-то ему скрутило, схватило, и мы с ним поехали в СОР первый раз. Просто мне на самом деле есть с чем сравнивать. Такая же ситуация была несколько лет назад в Москве, когда у него тоже начался такой приступ, и мы вызвали, правда, скорую. Вот. В чем заключалась разница? Когда мы это сделали в
Москве. Приехал врач, забрал его, там по кочкам возили по этим больницам, ничего ему даже не вкололи. Потом он сидел в очереди, потом ему что-то писали. И спустя несколько часов он уже там просто умолял, чтобы ему там что-то с ним сделали. Ему сделали один укол, отправили домой. Заняло это несколько часов. Как бы все. Потом он ходил по платным врачам, платил деньги, что-то узнавал, сдавал какие-то анализы, в общем, все вот в таком духе. Как это выглядело здесь? Он пришел, как мне рассказывают, что просто мы удачно попали, и мы долго не сидели в очереди. Вот это как бы плюс той ситуации, в которой мы попали. Вот. Это было воскресенье вечером, мы приехали, практически буквально 10 минут мы подождали, его сразу позвали, вызвали, опросили, сразу его отправили на анализы, сделали ему несколько капельниц за вечер, полностью там его обследовали, дали ему лекарства, выписали направление. При этом он все это время лежал в приемном покое, пока ему капали капельницы, то есть в коридоре он какое-то время ждал, но недолго, то есть из-за того, что он себя плохо чувствовал, полностью ему помощь была оказана, и потом его даже хотели еще оставить, но он попросился, сказал, что у него уже все хорошо, вот, потому что на следующий день у него была работа, ну все как обычно, вот, и он поехал домой. Наподобие ситуации была с Родионом, поднялась у него очень большая температура, мы запаниковали, тоже поехали в детское уже отделение, приехали туда, и точно так же у него взяли полностью все анализы, сделали ему рентген, дали ему обезболивающее, дали ему, не обезболивающее, жаропонижающее, дали ему электролиты. При этом там была такая отдельная, очень приятная комната, в которой он лежал на кушеточке, я сидела рядом на стуле, все там красиво, приятно. То есть в коридоре мы не ждали, но я так понимаю, это связано с тем, что на тот момент там было мало людей. То есть вечером уже была, конечно, большая очередь, и у них этих покоев ожидания, вот где можно полежать, их не так много. И, видимо, с этим связано то, что многим людям приходится ждать в коридоре, даже если они себя очень плохо чувствуют. Вот, но у меня и первый, и второй раз очень положительный опыт. Вот, также мы сделали рентген, прописали таблетки, поставили диагноз, что у него грипп, который он подхватил в саду, как и все дети. Как и все дети в его группе тоже переболели потом. Выписали очень хорошие лекарства, выписали лекарства и мне. Я разговаривала с Полькой, со своей клиенткой, она тоже говорит, что это очень, очень все там классно, современно, и что даже многие ездят в СОР просто чтобы без очереди и без отдельных каких-то там походов к терапевту, без записи, просто сдать все анализы. Когда я сказала, что многим, ну, например, моим клиентам, многие недовольны чем-то, они говорят, ну, типа, с жиру бесятся, типа такого. Я не знаю, ну, мне, правда, есть с чем сравнить, и я на полном серьезе могу сказать, что в бесплатной медицине даже в Москве, я не говорю про другие города, просто очень-очень-очень-очень далеко, очень далеко. Врачи были очень, вот и во взрослом, и в детском мне понравилось, что очень-очень доброжелательный персонал, во взрослом очень приятные молодые врачи, хорошо выглядящие, доброжелательные, которые там шутят, улыбаются. В детском отделении, в принципе, было то же самое. К детям там тоже очень хорошо, все выходят, улыбаются, как-то тебя приветствуют, то есть нет такого, что ты пришел и там трясешься от страха или от стресса. Там в моменте я начала нервничать в самом начале, потому что начали у меня просить направление, которого у меня не было, что сначала вроде как нужно было идти к врачу, ну, к обычному, к своему терапевту. Я говорю, посмотрите, у ребенка 40 температура, к какому терапевту я сейчас с ним пойду? Я и так с ним еле дошла. Вот. Но они мне говорят, спокойней, типа, все будет хорошо. Вот. Ну и все, и больше меня никто не трогал с этим направлением, хотя, в принципе, у всех людей оно было. Но вот с мужем мы тоже приехали без никакого либо направления, и ему вопросов не задавали. Не знаю, если вы знаете по этому поводу что-то, напишите мне. То есть нужно обязательно направление, не нужно обязательно направление. Вот. Вот такой момент про СОР.
Ну и, наверное, еще немного вам расскажу про плюсы и минусы иммиграции в Польшу. Изменилось ли у меня что-то, либо нет. Что могу сказать? Прожила я здесь уже год и 9 месяцев. Когда я снимала свои первые ролики, там 3 месяца в Польше, у меня есть 8 месяцев в Польше. И мне многие писали: у тебя розовые очки, и скоро там ты поживешь год, мы с тобой поговорим. Вот я уже 2 прожила, и говорить мне с некоторыми людьми, правда, не о чем. Наверное, конечно, есть разные моменты, как и в любой стране. Естественно, все непросто, никто не говорит, что здесь просто, но то, что я уверена в своем выборе и в том, что мы все сделали правильно, и в том, что здесь нет таких минусов, с которыми невозможно было бы, например, смириться, то тут, да, это так. То есть я не буду рассказывать, как тут прям безоблачно все прекрасно. Да, приходится много работать, приходится реально, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно работать. Нужно много работать, мне работать, мужу работать, для того, чтобы мы могли себе позволить то, что мы себе позволяем. И то, в принципе, не всегда это прям прекрасно получается, и это сложно. Но здесь классно, что вот возврат налога ПИТ, который нам пришел, это тоже такой момент, который, да, как иммигрант, он очень приятный. То есть, когда я жила у себя в стране, мне такие суммы на счет не приходили, никаких возвратов, никаких даже минимальных возвратов. Вот, поэтому, конечно же, да, это очень классно. То, что есть 800 злотых в месяц платится на ребенка, независимо от твоего статуса, независимо, кто ты здесь, сколько у тебя детей, столько там 800, если 2 детей, то 1600, 3 детей, и умножайте дальше. Вот, то есть в этом плане классно. С помощью этих денег я оплачиваю Родиону его детские занятия, потому что занятий дополнительных у нас очень много. По поводу детей, да, мне очень нравится здесь школьное образование. Да, я еще не испытала это на себе, но так как у меня много клиентов, я со всеми разговариваю, и очень много положительных отзывов о школе. Про садик я уже молчу, потому что насчет садика у меня есть отдельный ролик, и с детским садом тоже вообще никаких вопросов нету. Дети растут со своим мнением, дети могут его выражать, этим мнением интересуются. Кстати, даже вот в этом ссоре в больнице была такая целая большая таблица, и там было написано, какими правами обладает ребенок. Что ребенок имеет право на свое мнение, он может его выражать, несмотря на то, что он пришел со взрослыми, он может говорить все, что он считает по этому поводу. Вот. И это круто. И я вижу, что ребенок развивается, он классно развивается, и я рада, что он не забитый, что он такой свободный, счастливый человек. Это круто. Мне надо будет поехать в Россию летом. Я потом вам обязательно расскажу, как это было, потому что мне самой интересно, какие эмоции я буду испытывать при этом, да, как это вообще все будет для меня. Вот. Но точно могу сказать, что никаких отрицательных моментов проживания здесь за год и 9 месяцев я не нашла. Вот в интервью, которое мы проводили с Настей, это тоже девушка из России, которая жила в Подмосковье, она говорит, что те, кому здесь не нравится, они уже отсюда уехали, да. Есть люди, которым не нравится именно Гданьск, он кажется скучным. И у меня даже многие спрашивали, как же я здесь, бедная, после Москвы. Ну, честно, мне прекрасно после Москвы. Я здесь намного больше успеваю, и у меня намного больше занятий и увлечений, у меня более такая какая-то насыщенная здесь жизнь, но даже перенасыщенная впечатлениями, эмоциями, какими-то делами, чем в Москве, потому что в Москве из-за
главное, из-за огромного расстояния, которое ты преодолеваешь каждый день, там, от дома до работы и обратно, там, в детский сад, туда-сюда, ты находишься дома и на работе, все. То есть у меня было там плюс-минус так, и заниматься какими-то остальными делами было сложно. Хочу поделиться классным наблюдением про друзей. Когда я снимала ролик «Год в Польше», я как раз писала, что у меня проблемы, что тут довольно тяжело кого-то, встретить близкого, да, как-то близко начать с кем-то общаться. Но сейчас это начинает сильно меняться. В один день, это было осенью, я решила начать устраивать девичники у себя на работе среди своих клиентов. Дала объявление: девочки, давайте встречаться, давайте устроим какую-то там вечеринку. Это звалось довольно много людей. Мы сходили на свою первую вечеринку, провели очень круто время, и девчонки познакомились, причем я сначала думала, может кто-то откажется, может там половина откажется, никто не отказался, потому что все хотят общаться. Все хотят дружить, все хотят общения, все хотят танцевать, все хотят петь. Вот, поэтому после этого мы ходили еще несколько раз в караоке, ходили в бар, ходили в ресторан, ходили на бранч. Собираемся ходить на шашлыки. После этих моих интервью тоже с девчонками ходили в баню. И я понимаю, что я обрастаю большим количеством людей, но это опять же... наверное, моя заслуга все-таки, потому что если вы хотите общаться, то нужно общаться. Вот подписывайтесь на мой инстаграм, я анонсирую эти наши какие-то вечеринки, летом их будет много, там можно приходить, встречаться, знакомиться, и это классно, поэтому уже даже могу сказать, что появляются люди, которые мне близки здесь. И, кстати, по поводу, еще такая информация по поводу моих знакомых в России, близких, да, которые мне были. Вот одна из них, которая мне была очень близка, по какой-то причине, по какой-то причине мы с ней общаться перестали. Причем ничего плохого я там про нее не думала, не говорила, не делала. Вот, и она близкая тоже моему ребенку. Присылает сообщение ему на день рождения, но такого двоякого очень смысла, причем присылает мне в Инстаграм, просто без привет, просто там: Родион, там, желаю тебе позитивно мыслить. И что-то там такое. Вот, я, конечно, обалдела от такого, потому что мальчику исполнилось 7 лет, ему такие сообщения неинтересны, он их не поймет, их поймет мама, которая вложит в них какой-то вообще совершенно другой смысл. И сначала я ответила спасибо, потом я написала, что я по этому поводу думаю. Но потом я то, что я думаю по этому поводу, стерла, а потом стерла и спасибо. Я не знаю, смотрит ли этот человек мой канал, возможно, смотрит, но хочу сказать, что если ты искренне не можешь как-то порадоваться за там, если нет какой-то искренней радости или искреннего желания пообщаться там с ребенком, то не стоит этого делать так, потому что это было неприятно, это было, это выполнить свой долг, но это никому не надо. Вот, опять же, ничего не поменялось, у меня точно так же осталась в Москве одна подруга, с которой я общаюсь, и родственники и родители, с которыми я также, естественно, общаюсь. Вот, больше, в принципе, ни с кем. Мои клиенты, так понимаю, большинство от меня отписались. На эту тему я запишу ролик позже отдельный, на эту всю тему. Вот, не в этом. А здесь появляются очень близкие люди, которые тебе близки по духу. Появилось несколько классных девчонок моего возраста, сильных духом, интересных, с которыми классно. Вот. У нас много совместных планов, как мы будем ездить на шашлыки, проводить вместе время. Вот. Поэтому жизнь идет, все налаживается. Но опять же могу сказать, что для того, чтобы у тебя все тут налаживалось, тебе нужно прикладывать много усилий. Потому что, да, это другая страна, ты в эмиграции, это не рай.
Я не в очках, вот, я просто много работаю, так же, как и мой муж. Вот, если... Да, конечно, если у вас профессия не позволяет переехать, то это сложно, конечно, то есть есть у меня примеры девушек, которые работали там, например, бухгалтером, потом она приехала, она там закончила курсы СММ, которые никому не нужны, или таргетолога, который тоже никому не нужен, потому что это сложно с нуля. Все это сложно с нуля, все эти онлайн какие-то работы, это все сложно, потому что сейчас очень большой поток желающих так работать. Вот, поэтому, конечно, в какой-то мере мне повезло, что у меня такая работа, но для того, чтобы мне повезло, я тоже очень много работала, поэтому, все закономерно. Не потому, что мне повезло, что я колорист, а потому, что я работала очень много для того, чтобы им стать. Обязательно сниму ролик 2 года в Польше, там уже расскажу полностью по полочкам все. Кстати, по поводу документов, по поводу вот этого всего, у меня очень много информации в других роликах. Я не буду повторяться, ролики все в доступе, вы можете их открыть, посмотреть. Также мне многие пишут в Инстаграм, я отвечаю, но отвечаю я, конечно, если человек уже задает 25-й вопрос и хочет просто получить консультацию от меня, то я уже начинаю, конечно, сдуваться, потому что у меня нет столько времени, чтобы на все эти вопросы отвечать, а человек даже не может посмотреть там те же самые ролики, где ответы на эти все вопросы. Вот, поэтому такие обширные консультации я, конечно же, не даю, вот. Но другие люди поступают хитрее, они приходят ко мне на окрашивание, вот, красятся у меня и там выведывают у меня всю информацию. Так как бы самый верный способ, потому что я уже никуда не денусь, я с вами работаю, я вас крашу, естественно, я тут уже все расскажу, все, что знаю, чего не знаю. Вот. Хочу ли я вернуться туда, откуда приехала? Нет, не хочу. Мне здесь хорошо, спокойно и счастливо. Конечно, я понимаю, что многие возвращаются, кто-то не находит себя в профессии. Но это не про нас, это не наша история, и, надеюсь, не ваша. Так как я знаю, что у вас много людей, которые тоже хотят уехать, либо уехали и смотрят меня. Пожалуйста, прошу вас, посмотрите мой ролик про Венецию. Это очень для меня важно. Он такой классный, он такой интересный, там столько интересных мест, он такой красивый, он снят на мою новую камеру. Пожалуйста, ребята, прошу вас, посмотрите его. Вот, а пока сейчас в конце покажу вам офигенное место, которое находится в Сопоте. Я его уже показывала несколько раз и обещала, что с Настей, с девушкой из интервью, мы пообещали, что мы обязательно сходим в баню. Вот сейчас я вам в конце ролика покажу, как это было. Это классная баня на пляже, находится прямо рядом с рестораном М15. Можете загуглить, посмотреть, где это в Сопоте. И насколько я помню, по прошлому году она уже в начале мая закрывается, так как начинается уже пляжный сезон. И надо будет ждать осени, чтобы туда попасть. Вот они и встретились. Папарацци на месте. Ничего не распаковала. А вы нас закрыли как-то или непонятно, как оно работает? Что? Тебе горячо не будет от украшения на ноге? И вообще Она не не снимается? Девочки снимается? на нас смотрят, девочки на нас смотрят. Кто? Уже не смотрят, но смотрели. Значит, нас видно. Что, серьезно? Я не знаю. Значит, такое... Надо проверить. Надо с той стороны поснимать. Да, Настя у нас знаменитая банщица, она принесла все принадлежности. Всё по два. Да. Даже камеру мне на всякий случай принесла. Вдруг я забуду, чтобы я сняла. Молодец. Можно посильнее. Вы можете расложиться, но я сначала старую. Ну что, девочки, хорошо сидим, да? Прекрасно. Очень. Чаек. Это лучшая баня, да, это вообще классно. Настя приготовила чаек из травушек, да? Муравушек. С черного липтона. Из черного липтона? Я думала, ты в лес ходила, собирала. Мед. Мед. Побила нас.
аж мясо. А еще будет что-то у нас сегодня в программе? Еще этот скраб, А можно его? чтобы мы... Ну, это в душ когда конце пойдёшь. уже. Да. Понятно. Будете пахнуть все вкусно. Как у нас тут тепло, хорошо. Нет. А такой крем дома? Вот мы после бани идем к морю. Окунаться вряд ли будем, но наша подружка Настя, возможно, будет, да, может себе позволить. Мы как-то так не рискуем, да? Нет, вообще. Сейчас посмотрим, что будет, чем это закончится. Но нам сегодня очень сильно повезло с погодой. Вообще прям. Просто красота невероятная. Вот наши девчонки идут. Вон там вдалеке. Самая героическая вышагивает. Настя, продолжение интервью. Я не пойду больше. Как не пойдешь? Ты что, с ума сошла? Холодно. Ты же обещал. Ты видела, сколько градусов? Сколько? Сомнительно. А ты что голая Ну, ходишь? окей. Только если ты. Нет, я нет. Я оператор сегодня. Ну, кстати, да, прохладненько. Ну, смотрите, раздевается. Да снимается? Не? Аф, аф. Настя, ну для ролика давай. Специально для ролика. О. И правда, что пошла. Ну как? Это прекрасно? Супер! По лицам.